Украинские военные нанесли массированный удар по Москве, в Госдуме уже назвали ответ. НАТО входит в новую эпоху, и Европе придется заплатить за это больше. Лукашенко жестко ответил на удар по детскому автобусу. Путин встречает «Осиан» в Казани. Расширение состава говорит само за себя. Друзья, канал Медиашот в эфире. Кто еще не подписан на наш телеграм, ссылка в описании. Там все самое важное выходит первым. Погнали. Одна из самых массированных атак на Москву с начала войны. По официальной версии Москвы, на подлете к городу за утро сбито 194 беспилотника. Главный удар снова по московскому нефтеперерабатывающему, уже второй раз за неделю. По данным российских СМИ, завод обеспечивает порядка 40% топливного рынка Москвы. По версии Москвы, часть беспилотников все же прошла. На территории завода зафиксировали несколько очагов возгорания. Последствия для авиации, по российским данным, оказались масштабными. Пострадали почти 530 рейсов, закрывались все 4 столичных аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. С украинской стороны прокомментировал лично Зеленский. По его словам, удар по заводу был нанесен с расстояния около 500 километров, что демонстрирует возможности украинских дальнобойных средств поражения. И добавил: «Пора заканчивать эту войну». По украинским данным, независимого подтверждения этих цифр нет. С начала 2026 года Украина почти вдвое увеличила число атак на российские нефтеперерабатывающим заводам, поразив 16 крупных заводов и терминалов, что привело, по тем же украинским источникам, к потере более 30% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли страны. Российская сторона эти цифры не подтверждает. Со стороны России на атаку отреагировали жестко. Первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Журавлев заявил: единственный выход – капитуляция Киева, а добиваться этого предлагает силовым давлением на инфраструктуру противника. И вот в чем суть. После каждого такого удара риторика становится жестче с обеих сторон. Деэскалации в ближайшее время явно не предвидится. Брюссель. Встреча Рютте и Хексета перед саммитом в Анкаре. Тема – реформа Альянса и резкий рост военных расходов Европы. Рютте отчитался об успехах. Союзники по НАТО и Канада в 2025 году увеличили оборонные расходы почти на 20%. Это больше 90 миллиардов долларов. Но останавливаться, по его словам, нельзя. Нам нужно производить больше как в США, так и в Европе, чтобы обеспечивать свою безопасность. То мы должны не только не отставать, но и превосходить Китай, Россию и другие страны, которые в данный момент стремительно наращивают производство оборонной продукции. Хексет высказался жестче. По сути, он объявил конец эпохи, когда Европа могла полагаться на американский военный бюджет. НАТО-3 – это признание того, что после окончания Холодной войны необходимо вернуться к настоящему жесткому военному альянсу с реальным военным потенциалом, способным сдерживать противника прямо здесь, на континенте, и брать на себя инициативу. По обеспечению традиционной обороны Европы. И вот в чем суть. НАТО 3.0 – это не просто лозунг, это сигнал. Вашингтон постепенно сбрасывает с себя роль главного спонсора европейской безопасности и ждет, что Европа возьмет эту нагрузку на себя. Хексет тут же добавил предупреждение для отстающих по бюджету. Разговор будет жестким и публичным. Многие страны их выполняют, а некоторым еще предстоит сделать больше. И мы будем говорить об этом открыто, как в частном порядке, так и публично. В завершение, цифра, которая должна закрыть все вопросы о серьезности Соединенных Штатов. Вашингтон сам планирует потратить на оборону в 2027 фискальном году $1,5 триллиона. Хексет назвал это арсеналом свободы. По сути, перед саммитом в Анкаре сформирована новая логика Альянса. Меньше американских денег, больше требований к остальным. 17 июня в Брянской области дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Лукашенко прокомментировал ситуацию на совещании в Минске. Назвал произошедшее провокацией, в одном ряду с ударом по общежитию в Старобельске. По словам белорусского лидера, дрон, атаковавший автобус, был украинского происхождения. При этом он подчеркнул, выводов пока не торопится делать, но факт для себя констатирует. Однако есть и другая сторона. Генштаб Вооруженных сил Украины версию полностью отверг. Официальная позиция Киева: украинские силы не применяли беспилотники в Брянской области в указанный период, а произошедшее называют постановочной провокацией Москвы. Лукашенко на это уже отвечал заранее.
По его словам, украинская сторона объясняет такие инциденты тем, что дроны просто покупают, и за конкретными ударами не всегда стоят военные Украины напрямую. Сам белорусский лидер настаивает, Минск намерен добиться истины, и предупредил, что тем, кто пытается втянуть Белоруссию в войну через подобные провокации, это плохо обойдется. При этом подчеркнул, Белоруссия ведет себя сдержанно, именно поэтому, по его мнению, провокации и продолжаются. По сути, инцидент превратился в очередной спор версий. У каждой стороны своя правда, а независимой экспертизы, которая бы дала однозначный ответ, на данный момент нет. Казань. Юбилейный саммит «Россия-АСЕАН. 35 лет отношений». На повестке новая архитектура безопасности и экономическое взаимодействие. Путин открыл заседание и сразу отметил расширение состава. К объединению присоединился премьер-министр Восточного Тимора. По словам российского лидера, связи между Россией и АСЕАН – это стратегическое партнерство, которое в условиях нынешней турбулентности работает как стабилизирующий фактор. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Сопредседателем выступил президент Филиппин Маркос-младший. Его страна в этом году председательствует в АСЕАН. Он поблагодарил за организацию форума и сделал акцент на дипломатии, а не конфронтации. В период серьезной географической нестабильности обеспечение сотрудничества между Россией и АСЕАН невозможно переоценить. Транснациональные угрозы, такие как терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество, не видят границ. Именно поэтому наши ответные реакции также должны быть межграничны. И вот в чем суть. Маркос фактически обозначил рамку, в которой Россия для АСЕАН остается партнером по безопасности, несмотря на западное давление и санкции против Москвы. Дальше филиппинский лидер заговорил о гуманитарном треке, образовании, туризме, молодежных программах. Нам нужно больше вкладывать в эти связи. И надо рассматривать молодежь не только на конечном пункте, а ставить в центр нашего сотрудничества. Именно молодежь и решает, как будут выглядеть отношения между Россией и АСЕАН. По итогам саммита планируется подписание совместной декларации, борьба с новыми угрозами, продовольственная безопасность, цепочки поставок. По сути, для Москвы Казань – это демонстрация, изоляции не произошло. АСЕАН, объединяющий больше 700 миллионов человек, продолжает вести диалог с Россией на равных, независимо от того, что происходит на западном направлении. День получился насыщенным и тревожным. Рекордная атака на Москву, растущие требования НАТО к Европе, спор вокруг автобуса с детьми, где обе стороны уверены в своей правде, и тихая дипломатия в Казани, которая показывает, для части мира западная изоляция России просто не существует. Пишите в комментариях, что думаете про сегодняшние темы, какая зацепила больше всего. Подписка и лайк, если выпуск был полезен. До скорого!